Когда говорят о генерации музыки с помощью нейросети, обычно через знак равно подразумевают Суна. Сегодня же хотелось поговорить об альтернативе. Refusion. Это почти так же, как Суна, только бесплатно. Ну, по крайней мере, пока. В бета-версии. Еще до регистрации можно послушать треки, созданные другими пользователями, и посмотреть промпты, которые они использовали. После того, как пройдете регистрацию, открывается доступ непосредственно к созданию музыки. Здесь нам сообщают, что в рамках бета-версии генерация не ограничена. Можно загружать свои треки, если, конечно, у вас есть на них права, и делать каверы, ну и писать музыку по промптам. Далее тоже хорошая новость, новая модель 0.8, которую мы, собственно, и посмотрим. Основной экран. Здесь библиотека созданных вами композиций, ваш профиль. Режим персонализации откроется после некоторой активности. Создание песен, опубликование их и так далее. Обещают, что он поможет заточить ваш собственный стиль. Странно, ведь права на треки пока не позволяют монетизировать созданные треки. Но об этом позже. Теперь попробуем что-нибудь сгенерировать. Открываем строку вверху. Первая возможность — создание по промпту, где можно описать нужный стиль. Пусть предложит что-нибудь рандомно. Допустим, это пока инструментал. Генерит сразу две версии. Послушаем. Довольно мелодично. И второй вариант. Симпатично. Ну, давайте напишем что-нибудь свое. Потяжелее и скрипка. Должно быть хорошо. Ну, неплохо. Хотя хотелось потяжелее. Посмотрим, что он создаст рандомно с мужским голосом. When darkness speaks to me. When darkness speaks to me, it sets me free. А мне кажется, неплохо. Прям неплохо. Текст, кстати, загуглил, совпадений не нашлось. Теперь перейдем в более расширенный режим. Здесь уже можно самому добавлять слова или попросить гострайтера. Попросил, кстати, несколько раз, и каждый раз была ошибка. Описать музыку можно с более тонкими настройками, если включить режим Advanced. Тут есть и точность соблюдения промпта, и допустимый уровень импровизации. Пока бесплатно, можно играть с ползунками и смотреть на полученные результаты сколько захочется. Также есть seed, чтобы делать максимально похожие или не похожие треки. Возьмем текст из Хармса и попробуем создать что-нибудь из русского рока. Пойдут года, пойдет любовь, не дрогнет брат, и 100 лет не лет. Что, простите? Текст как-то немного устал. Попробуем второй вариант. Не дрогнет бровь, и 100 лет пройдут года, пройдет любовь. С русским языком, конечно, тяжело справляется. С каждой созданной песней можно проделать ряд действий, кроме как скачать в непривычном формате M4A. В разделе «Ремикс» доступны 4 функции. Можно заменить какой-нибудь отрезок песни, открывается в удобном редакторе. Увеличить продолжительность песни, допишет проигрыши, например, также в отдельном редакторе. И сделать кавер. Вот этим сейчас и займемся, но усложним задачу. Загрузим свой трек, он нам еще раз напомнит про права, и можно работать. Взял нашу фоновую музыку, напомню ее. Попробуем сделать ее в Drum & Bass. Очень отдаленно, если честно. И в финале более подробный промпт, который описывает задачу, а не просто музыкальный стиль. Музыка для подкаста.
Довольно приятно, кстати. И напоследок, поменять модель можно в левом нижнем углу, тут же можно получить и всю необходимую информацию, как работать с Refusion. Обещал про права на треки. По крайней мере, пока нас предупреждают, что все созданные треки не могут быть монетизированы. Но, думаю, с появлением платной версии и на это права появятся. Конечно, главный плюс Refusion — это доступность в бета-версии. Ну а какая из нейронок лучше, это уже выбирать именно вам. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.